Здравствуйте, мои хорошие, здравствуйте, мои любимые. Так как обещала, события 10 дней. Посмотрим, что произойдет. Обычно мы рассматриваем 3 события, так что загадывайте колоду. Работает с нами сегодня Таро призраков, иллюминаты и арканум Тарот. Выбирайте. Я даю секунду вам для выбора варианта. Ну что, я думаю, что времени было достаточно. Давайте приступать к первому варианту. Не будем терять эфирное время. Кто не успел, просто ставьте видео на паузу. Итак, начнем с вашей сигнификации. Смотрим. Кому подойдет первая позиция? Итак, ну, вы человек семейный, человек, который на самом деле очень много времени уделяет семье, родным, родственникам, кстати, вашему дому. Для вас очень важен дом, домашний уют, домашний комфорт. Но сейчас вы понимаете, что надо что-то менять, нужно что-то новое, да? Или же сейчас в вашей жизни просто идет переосмысление. Может быть, мне стоит переехать, может быть, мне что-то стоит изменить, обучиться новой профессии, найти новую работу, новый вид заработка. То есть, видите, обнуление идет, обнуление в мыслях, в действиях. Почему? Потому что старое здесь себя, скорее всего, уже исчерпало. Мгм. Кстати, еще здесь по первому варианту кто-то очень хочет выйти замуж. То есть на самом деле, да, для вас семья, семейные ценности – это очень важно. И вы очень хорошая хозяйка, вы хорошая жена. Но вот рядом нет хорошего мужа. И вам бы очень хотелось его найти, встретить именно такого человека, который будет достоин вас. Да, вы хотите статуса императрицы, рождения ребенка. Ну, или же здесь конкретно идет обдумывание какой-то ситуации, связанной с самозанятостью. То есть вы четко для себя понимаете, что пора бы работать на себя, пора бы создать свой бизнес и так далее. Ну, пока, видите, мысли немножко вас пугают, есть ограничения, есть бездействие. Но вы верите, что в будущем вы все-таки найдете выход из тупиковой ситуации и реализуете свою мечту. Какой бы мечтой это ни было. У кого-то о браке, о семье, у кого-то о рождении ребенка, у кого-то о восстановлении семьи, о возвращении мужа в семью, но у кого-то о продвижении по карьерной лестнице или же создании собственного бизнеса. Но именно в той профессии, которая вам по душе. Прям вот, знаете, вот с душой, с сердцем вкладываться в работу уже хотелось бы вам, чтобы вот на работу как на праздник, чтобы вы работали и понимали, что вы занимаетесь своим делом. Ну что, если вы себя узнали, смотрим дальше. Так, события. 3 события в течение 10 дней, ближайшие 10 дней. Расклад актуален на момент его открытия. Если вы открыли в январе, отсчитываем 10 дней и, как говорится, да, смотрим. То есть любые расклады, они всегда актуальны на момент открытия. Так, смотрим. Первое событие. Решение финансовых вопросов. Здесь решение финансовых проблем, выход из тупиковой ситуации, будете бороться. Ну-ка, чего это касаемо? Луна, прояснение ситуации. Ага. Угу. Ух ты, надо же. Вы знаете, то ли вам поможет некий персонаж решить какую-то проблему, связанную с деньгами, то есть получите от него новость, предложение, здесь может быть подарок, здесь может быть, что человек прям конкретно протянет вам руку помощи, то есть поможет. Может найти работу, для кого-то может проиграться, что узнав о ваших проблемах, здесь человек просто предложит финансовую поддержку. Но для кого актуально, да? Вообще, если честно, король-королева кубков, кто-то к вам неровно дышит, да? То есть здесь может проявиться тайный поклонник или человек,
с которым вы расстались. Почему? Потому что колесо фортуны — цикличность, возвращение. Восьмерка кубков также нам говорит о том, что, скорее всего, не сложилось, человек ушел, испугался, не стал бороться, не стал прояснять ситуацию. По пятерке пентаклей есть недоверие к нему, но здесь почему-то мужчина решил вернуться. И вернуться не просто так, а уже с конкретными действиями, с предложением и, конечно же, с ответственными какими-то действиями в отношении вас. Почему? Потому что он вас любит. Надо же. Ну или конкретно от мужчины какое-то предложение. Может быть, о партнерстве, может быть, о том, чтобы устроиться к нему на работу, да, то есть если для вас это актуально. А может быть, это будет ваш клиент, который сделает вам выручку на месяц вперед, да. Ну, вот такая вот ситуация. Ладно, давайте еще смотрим. События 10 дней. Так, переживать будете из-за чего-то, из-за каких-то родственников, из-за родных. Но все закончится хорошо, не переживайте. Может, кто-то приболеет, может быть, кто-то не сможет приехать. Кстати, если планировали какие-то поездки, какие-то встречи, но здесь именно с родом, что-то семейное. Может быть, вы хотели вернуться домой, может быть, вы хотели кого-то навестить. Не получится, придется отложить, и эту поездку вы сможете совершить чуть-чуть попозже. Почему не получится? Скорее всего, будут обстоятельства или новости, которые заставят вас решать другие проблемы. Да, вот как решите, тогда и съездите. Еще, если вы получаете новость о том, что у вас кто-то приболел, или, может быть, ну там родители плохо себя чувствуют, не переживайте, здесь очень быстро человек поправится благодаря то ли хорошему лечению, то ли хорошему врачу. Прям очень быстрое исцеление, очень быстрое, знаете, улучшение и так далее. Если все-таки у вас нет родственников, ну, бывает такое, да, десятка пентаклей, вам придется побыть дома, потому что будет легкое недомогание. Здесь прям советуют карты. Почему вы заболели? Почему вы себя чувствуете плохо? Потому что вы слишком много на себя взвалили. Вам необходимо отдохнуть. Поэтому несколько дней, проведенных дома, для вас будут прям, ну, как будто бы наполнение именно той энергии, которую вы исчерпали благодаря решению каких-то проблем или переживаниям по поводу некой сложной ситуации. Так, ну-ка давайте все-таки посмотрим, к чему приведет это событие. К чему приведет. Ну да, смотрите, если вы ждали некого результата по поводу стабильности, безопасности в сфере здоровья кого-то из ваших близких, вы получите хорошие новости. И еще, вот если вы отдохнете несколько дней, честно могу сказать, у вас работа прям будет кипеть. Если вы сейчас подустали, вы чувствуете, что вам необходим отдых, а выше все равно вас оставят дома. Или легким недомоганием, после которого вы воспрямите духом. И это даст вам возможность сделать работу или выполнить обязательства в очень короткий срок. То есть то, что вы, может быть, даже откладывали, почему? Потому что сил уже не было, вы это все завершите до конца года. Здесь еще, кстати, шанс подзаработать, шанс обрести некую стабильность. Так, смотрим дальше еще. События 10 дней. Так, четверка пентаклей, король мечей. Ну, здесь бывший возвращается у вас. Я думаю, что это, скорее всего, здесь та же история. Но если у вас несколько бывших, имейте в виду, что этот человек прям придет с каким-то важным предложением, прям будет клясться, что он вас любит, что без вас он не может. Также ревность со стороны мужчины. Желание вернуть, желание восстановить. И по десятке мечей прям будет очень-очень активен он. Для чего ты идешь, король мечей? Шанс, получить еще один шанс. Но хитрец, будьте осторожны. Нет, все-таки это два разных человека. Король кубков и король мечей. Совершенно два разных человека, но оба идут в вашу жизнь в течение этих 10 дней. Один идет с каким-то признанием или же с предложением, которое будет очень выгодно для вас. Ну, а второй идет для того, чтобы вас вернуть в отношения любовного характера, но при этом будет хитрить. Может быть, будет обещать вам счастливое будущее. Угу.
Так что он вам даст в конце концов? Или преувеличивать. Кстати, еще король мечей может преувеличивать. То есть предлагает вам паж пентаклей, а на самом деле говорит о том, что у вас уже тут восьмерка пентаклей. Но это бывает, конечно же, у многих мужчин, когда мы хотим вернуть желаемое, получить желаемое, то мы начинаем, как говорится, строить какие-то воздушные замки. Вот здесь будьте осторожны. То, что будет говорить этот человек, разделите на 3. Да, прям на 3. Вот какую-то часть он может выполнить, но не все, что он будет рассказывать. А вообще к чему приведет это взаимодействие? Ну, император он. Вообще человек властный, любит получать желаемое, любит, чтобы, если честно, все было на его условиях. Человек, который любит руководить, командовать, но, правда, делает это немного не всегда честным путем. Поэтому здесь просто вам нужно его ставить на место. Вот если женщина сильная, женщина, которая очень хорошо разбирается в манипуляциях и которая прекрасно понимает, что ей лапшу на уши не навешать, то для вас эта история нормальна. Почему? Потому что вы его очень быстро поставите на место и дадите понять, что с вами нельзя. Но если вы наивны, если вы верите, доверяете, то, конечно, этот мужчина может вас просто-напросто съесть психологически. Психологически. Здесь есть психологическое воздействие. То есть не витайте в облаках, стойте на земле и смотрите, что он делает. Смотрите на поступки. То есть этот мужчина очень много говорит, мало делает. Ну вот такая вот у нас интересная сегодня получилась история. Так что ждите. Уж явно здесь будут присутствовать мужчины. И еще вот именно с вашим родом все будет хорошо. Удачи вам! Ставим лайки. За обратную связь огромная благодарность, а мы переходим ко второй позиции. Итак, двоечки. Двоечки. Давайте смотреть. Давайте смотреть, что же ждет вас в ближайшие 10 дней. Но для начала мы посмотрим вашу характеристику. Кому подойдет этот расклад? Итак, ой, чего-то вы боитесь. Боитесь то ли отношений, то ли вступить в отношения, то ли довериться, присматриваетесь к кому-то, тяжело вам. Вроде бы кто-то нравится, но дело в том, что боитесь совершить ошибку. То ли поспешить, то ли разочароваться, то ли что этот человек разобьет вам сердце. Еще. Здесь у многих может проиграться, что вы в ссоре, есть какая-то конфликтная ситуация, и она очень тяжелая для вас. Здесь вы обижены и не знаете вообще, к чему приведут эти отношения. Будет ли продолжение, или это уже все конец, да? Что еще здесь? Здесь может быть, что вы слишком много на себя взвалили и ищете поддержки. Вы хотите, чтобы вам кто-то помог, но дело в том, что кому бы вы ни обращались, все отворачиваются. И вы понимаете, что когда им нужна была помощь, вы вперед из песни, да, то есть сломя голову, неслись, всем помогали. А теперь, когда вам нужна помощь, никто не отзывается. Угу. Здесь конфликт с королем мечей. Вы сейчас на ножах, вы сейчас пытаетесь отстоять свое. Здесь четко видно, да, что вы хотите демонстрацию его чувств. То есть если мужчина вас любит, он должен доказать это поступками, а не словами. Он должен вложиться как-то в отношения, а мужчина как-то не очень торопится. И вы сейчас просто находитесь в ожидании, что будет дальше. Если честно, вы не уверены в том, что эта история будет продолжаться. Для кого-то это уже конкретный конец. Да, расставлены точки. Кто-то расстался, кто-то сам ушел. Да, здесь выход. Здесь выход из какой-то ситуации. Вы восстанавливаетесь, а вы идете дальше. И, кстати, между прочим, здесь идет осознание, что если у вас забрали этого человека или эту ситуацию, кстати, это могла быть и работа. Я кубков не вижу, я вижу много мечей. Я вижу, что здесь были недоговоренности или много обещаний о счастливом будущем, о том, что вас ждет там перспектива на этом месте, карьерный рост,
признание, а взамен ничего, только слова. И вы здесь как будто бы четко для себя понимаете, пора искать другую ситуацию. Так, смотрим дальше. Если вы себя узнали, давайте смотреть тему расклада. События ближайших 10 дней. Что же вас ждет? Обычно мы рассматриваем 3 события, ну и в этот раз мы сделаем то же самое. Так, что ждет вас в ближайшие 10 дней? Разговор очень серьезный с неким императором. Свидание. Ждет вас свидание. Приглашение на свидание. Император. Мужчина может быть огненного знака зодиака. Мужчина может быть у нас просто очень властный, признанный, обладающий какой-то славой, может быть какой-то властью, а может и просто быть человеком, который на самом деле в жизни добился неплохих результатов, достаточно успешный, знает себе цену, уверен в себе, но такой человек, конечно же, любит руководить. Он любит, чтобы все было по-егошнему, и чтобы на самом деле ему никто не отказывал. Я хочу посмотреть. Кстати, это может быть и новое знакомство по тройке жезлов, или же этот человек идет с каким-то новым предложением. То есть новая перспектива. Также этот мужчина может выйти из бездействия. То есть думал, додумался, наконец решил действовать. Для чего ты идешь? Угу. Угу. А решение он тут принял. Мне такая женщина нужна самому. То есть он император, вы императрица. Кстати, он может быть и вашим мужем. То есть вы можете конкретно понять, что ваш муж решил вернуться в семью после какой-то паузы, после какого-то периода испытания, после того, что у вас были какие-то конфликты, выяснение отношений. Все, принял мужчина решение, идет мириться. Туз мечей – это или найти общий язык, или помириться, или же объясниться, или прояснить ситуацию. Ну и, конечно же, получить шанс вернуться. Просто так, конечно, он это не делает. Но ждите, здесь четкое признание, мне такая женщина нужна. То есть такие женщины, как говорится, на дороге не валяются, она попадается одна на миллион, он вас оценил. Но оценил в какой-то паузе, при каких-то конфликтных ситуациях. 2 девятки считают, что вы правильный выбор. Так, смотрим дальше, что же еще у нас тут? Второе событие, событие ближайших 10 дней. Угу. Вам придется что-то здесь чинить в доме. Что-то сломается, мастера будете вызывать. Да, поломка, починка. Кстати, будьте осторожны. Еще с электричеством будьте внимательны. Но что-то может перегореть, придется вам решать эту проблему. И самое интересное, как нельзя кстати. Ой, вот прям, знаете, такой момент, когда вам это прям нужно. Неожиданное событие в доме, что-то сломается. И к чему? Проблему решите. Кстати, проблему решите, не переживайте, но впредь вам нужно быть осторожной. Да, здесь именно, кстати, еще здесь может быть, что у вас будет некий конфликт. То есть слово за слово, и вы можете с кем-то прям сцепиться. Но это не обязательно личная жизнь, нет. Здесь очень много жезлов, это может быть человек по работе, это может быть начальник, это может быть, кстати, высказать именно то, что, к примеру, вы длительное время замалчивали. То, что вас обижало, то, что вас не устраивало. Высказать свои условия, какие-то поставить в приоритет ваши желания. Поставить себя на первое место, в конце концов. Да? То есть бывает такое, что начальник просто вами нагло пользуется, а вы молчите. Вот здесь вы молчать не будете, вы скажите. И, кстати, это будет очень правильной позицией. После этого человек хоть и выскажет недовольство, но использовать вас в своих целях он больше не будет. Видите? Как будто бы понял, что да, совершил ошибку. Ценный сотрудник, не хочу терять, не хочу конфликтовать. Лучше, конечно же, чтобы я вел себя правильно. Так, еще что? Ну, то, что здесь может быть поломка в доме, но это по вашей причине. Прям не усмотрел. Может быть, не знаю, там утюг оставили включенный. Поэтому в эти 10 дней проверяйте все. Все проверяйте. Или фен у вас там в ванну упадет, да?
Вот не ложите рядом с ванной, ну просто поосторожнее, потому что здесь мечевая масть, а это говорит о том, что что-то связано с электричеством или с металлом. Как бы вещь вы купите, но просто будет неприятно. То есть вот, например, фен вам прям нужен был, да, вы прям должны были вот буквально через полчаса выйти на улицу, на свидание пойти, вот вас тут пригласили, а у вас голова мокрая. Ладно, давайте смотреть дальше. Что еще? Дорога какая-то неожиданная, предложение. Кстати, эти 10 дней для вас будут очень даже позитивные. Даже если будут какие-то мелкие шалости, да, все равно со стороны высших сил, да, я имею в виду, все равно они будут очень быстро решаться. То есть вы выход найдете, там у соседки фен попросите. Но дело в том, что этот период, он полон каких-то предложений. Очень много активности, очень много разговоров. 20-й старший аркан. Выход из бездействия, выход из тупиковой ситуации. Кстати, решение или же проблем с деньгами, возврат долгов, которые вам давно не отдавали. Кстати, еще поступление денег из неожиданных источников. Ну, не знаю, может, вам премию выпишут. Может быть, кстати, поощрение может быть, какие-то государственные субсидии. Это как бы, знаете, быстро, но не длительно. То есть вот пришло, все, вы это получили и все, да, потому что двойкой жезлов закрывается. Какое-то событие. С чем оно связано? Кстати, еще приятная новость может быть. Еще вы можете узнать о том, что за вами кто-то наблюдает, кому-то вы нравитесь. Так, да, кто-то прям зависим от вас. И хотелось бы на самом деле с вами уже встретиться и увидеться. Но я говорю, здесь в первую очередь будет поездка. Поездка, о которой вы мечтали, но откладывали. То ли денег не хватало, то ли возможностей не было. Вот вы ее сможете реализовать. Какие-то новые возможности появятся. Может быть, горящую путевку найдете, а может быть, предложение от кого-то. Не знаю, бывает такое, да, неожиданно. Собирались ехать парой, партнер заболел, вам звонит подруга и говорит, поехали на его место, а то пропадет билет. И вам придется очень быстро как-то собираться и ехать. И к чему приведет вот это событие? Ну, шанс. Но здесь больше, когда деньги возвращаются, возможность добиться своего. Кстати, дополнительный заработок может быть. Еще дополнительный заработок. Может быть, вам предложат какую-то дополнительную подработку. И, между прочим, для вас это будет как нельзя кстати. Почему? Потому что именно эти деньги вы сможете отложить на какую-то мечту. Вот о чем. Еще траты на ребенка. Но, между прочим, то, что вы потратите в будущем, для вас будет перспективой. Не знаю, может быть, он выберет какой-то кружок. Может быть, у него появится какой-то талант, и вы поймете, что именно это его предназначение, и вы будете очень активно в это вкладываться. Так, ну, вроде бы все сказала. Самое интересное, что как будто бы кто-то все время хотел этого, но все время вот как будто откладывал. И вот пришло время реализации, пришло время получить, пришло время насладиться этим. Если мы говорим все-таки о ком-то, кто за вами наблюдал, но все не мог проявиться и собирал только информацию, этот человек в течение 10 дней проявится. Сообщит вам о том, что вы ему нравитесь, хотел бы с вами познакомиться, завязать отношения и так далее. Ставим лайки, пишем комментарии, не забываем про обратную связь. А мы переходим к третьей позиции. Так, здравствуйте, троечки, здравствуйте, мои хорошие. Давайте посмотрим. События 10 дней, но для начала мы будем рассматривать вашу характеристику. Забыла, что мы будем рассматривать. Так, смотрим. Кому подойдет третий вариант? Ой, ну здесь вы с кем-то пытаетесь выяснять какие-то отношения, с кем-то бороться или добиваетесь своего во что бы то ни стало.
кто-то обучается, кто-то обретает новую профессию, кто-то решил реализовать какую-то свою мечту из прошлого. Ну, может быть, бывает такое, да, вы хотели обучиться там, не знаю, какой-то профессии или чем-то заняться, или монетизировать свое хобби, но все время откладывали. Пришло время. Вот прям собираете информацию, как это сделать, может быть, советуетесь с кем-то, может быть, оформляете какие-то документы. Также здесь может быть, что вы в данный момент или пытаетесь устроиться на работу и проходите собеседование, но работу вы ищете именно ту, где будут признаны ваши знания, где ваш опыт будет ценен. То есть кто-то решил сменить работу. Почему? Потому что на предыдущем месте работы нет возможности карьерного роста, нет возможности добиться желаемого. То есть вы оставляете прошлое, освобождаетесь, идете в новое. Но пока вы в процессе. То есть вы прям в процессе. Ну или обучение. Обучение, получение знаний, или же вы хотите кого-то обучать, и вам это нравится. Так, смотрим дальше. Еще про вас что? Ага. Ну, здесь вы решаете какие-то проблемы, пытаетесь освободиться от кого-то. Это знаете, когда, если раньше мне было там неудобно сказать о чем-то, сейчас мне уже наплевать. То есть вы как будто бы себя ставите на первое место и перестаете зависеть от людей. Еще где-то вы пытаетесь забыть кого-то или же этого человека подтолкнуть к определенным действиям. Ну, например, вы четко даете ему понять, что вы хотите брака, вы хотите семьи, пора бы переводить эти отношения на новый уровень, или он должен освободиться, хватит быть в конкурентных отношениях, то есть принимай решение. То есть здесь вот такая ситуация. Ну хорошо, если с вами это проигрывается, смотрим дальше. События ближайших 10 дней. Посмотрим, да, что произойдет в эти 10 дней. Что же произойдет в ближайшие 10 дней? Обычно мы рассматриваем 3 события, в этот раз мы сделаем то же самое. Разговор очень важный, кстати. Ой, ну вот он и выпал, этот император, придется вам с ним все-таки поговорить и все-таки выяснить отношения. Идет он сам со своими действиями, проявится первым. То есть вот прям здесь конкретно. Если это касаемо работы, потому что у нас 2 карты кубковой масти, 2 карты жезловой, или у вас на работе роман может быть. Вот здесь вы будете прояснять эту ситуацию. А если все-таки здесь это ваш начальник, имейте в виду, что, скорее всего, он решит вам дать желаемое. То, что обещал, но никак не дал. Здесь как будто бы наконец человек решится подписать приказ о вашем повышении, к примеру, да, доверить вам какую-то руководящую должность и так далее. К чему приведет? Но вы будете рады. Для вас это победа. Вы знаете, разговор с этим человеком будет для вас очень позитивным. Почему? Да потому что вы поймете, что наконец я добилась своего. Угу. Для вас это новый этап жизни, для вас это изменение к лучшему, для вас это некая стабильность. Если это работа, то это работа, где вы будете получать хорошие деньги. Длительный, прочный контракт. Если это отношения с перспективой. Когда мужчина делает выбор в вашу сторону, когда он решается на важный поступок, и когда он, наконец, делает то, чтобы вас порадовать. Так, смотрим дальше. Еще события. Угу. Новость узнаете, кстати, о людях, которые вам вредили. Тайная жрица, здесь какая-то женщина пытается прям вам навредить. Палки в колеса вставляет. Претендует то ли на вашу должность, то ли на ваши ресурсы, то ли, кстати, на вашего мужчину. То есть, знаете, вот прям тайна. Тайна она как-то вредит. Еще вы можете узнать о вашей подруге, что ей доверять нельзя. Не стоит этого делать. Почему? Потому что за вашей спиной она разносит сплетни. Вы об этом узнаете. Еще здесь тайна раскроется. Не очень-то приятно. Ну-ка, к чему это приведет? Вы перестанете общаться с этим человеком, и вам станет как будто бы намного легче. Да,
Двойка жезлов. Перестанете общаться, вообще перестанете. Кстати, это может быть и мужчина, который вас обманывал или про вас что-то говорил. Ну-ка, кто ты? Кто ты? Потому что не дает мне чувств. Вы знаете, общий расклад не дает мне конкретного персонажа. Это может быть как мужчина, может быть ваш родственник даже. Вы поймете, что с вами нечестно поступают. Кто-то вас использует, ваши ресурсы. Может быть, вы знаете, там пытается получить что-то ваше. Не знаю, может, по поводу наследства, да? Пытается оформить все на себя. Такое тоже может быть. Но вы узнаете и предотвратите эту ситуацию. Также еще, если у вас связаны какие-то ситуации с куплей-продажей, здесь вы будьте осторожны. Кстати, если кто-то покупает или продает, будьте осторожны. Почему? Потому что можете заметить в контракте, в договоренности именно те пункты, которые вас совершенно не будут устраивать. Но вы измените их. То есть вы обратите на это внимание, проясните и сможете себя защитить. Защитить от финансовой потери. Также при подписании договоров, при подписании каких-то важных бумаг, будьте осторожны, все проверяйте, потому что может быть подвох. Особенно кто что-то вот покупает или продает. Особенно если это связано с недвижимостью. Ну, а также здесь в вашем кругу, в вашем окружении может быть появиться вражина. Так еще. Кстати, на работе у вас тоже может быть человек, который начальству доносит что-то неприятное. Угу. События ближайших 10 дней. Ой, ну здесь прорыв. Какая-то тупиковая ситуация, которая не решалась, не могли получить. Может быть, работа не шла, может быть, деньги не возвращали, может быть, кстати, не могли куда-то поехать, вот планировали поездку или с кем-то встретиться не могли, или хотели, например, чтобы к вам кто-то приехал, да, вот этот человек все время откладывал, то ли поездку, то ли вы откладывали, все время были обстоятельства. Ну, понимаете, повешено – это когда обстоятельства против вас, когда ситуация не складывается. Вот вроде решили, организовали, раз не получается. Это может быть просто банальная встреча с подругой. То она заболела, то она не смогла, то еще что-то случилось. То есть бывает такое часто. Наконец встреча произойдет. Движение, поездка, продвижение, результат. Вот это вы получите наконец-то. Да, все-таки найдете возможность реализовать какую-то идею. Но я говорю, здесь реализация какой-то идеи, которая все время натыкалась на тупики. Это может связано, кстати, и с работой, с деньгами, и вообще с получением прибыли. А может быть, вам долг не отдавали, кстати, длительное время. Должны были, но не отдавали. Не, результат будет. Дождетесь. Вот здесь дождетесь движения или же поступления. Поступление денег, к примеру, возврат, да, то есть когда поток открывается в вашу сторону. А у кого-то здесь может быть прорыв в работе, наконец. То есть вы сможете себя обезопасить, обрести некую стабильность. Особенно у кого был, например, застой в бизнесе, или что-то не ладилось, или задерживали заработную плату. Выплатят. Вот в эти 10 дней выплатят. Ну что, удачи вам, всего вам самого хорошего. Мы обязательно увидимся в новых эфирах. Благодарю вас за обратную связь. Пока-пока.